Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомита. Сегодня у нас очередной обзор танков, нашей любимой игры Мир танков от Lesta Games, конечно же, да. Сегодня у нас на обзоре Шкода Т-24, чешский средний танк 5 левела, проходная прокачиваемая ветка. Танк мне очень нравится, поэтому я непредвзято делаю обзор. И начнем, конечно же, мы с бронирования. Шкода Т-24, пошли. Итак, Collision модель Шкода Т-24 и быстренько пробежимся. НЛД 70, ВЛД 65, щеки вот эти рикошетные, по 60, система пишет рикошет, рикошет вот эту верхняя ВЛД, тоже хороший угол наклона, основная бронеплита башни 50, лючок, кстати, у нее крепкий, 95, верхние планочки бьются по 30, приведенная броня, щеки рикошетные 52, они под хорошими углами и горизонте наклона, и вертикали. Вот, боковое бронирование у нас 30, танковать от борта, в принципе, он что-то может за счет рикошета, да, но подставляет вот эту огромную щеку, естественно, не рекомендую на Шкоде Т-24 танковать от борта. В целом-то вообще везде комфорт, везде картон, за исключением вот этих щек, и лючок здесь интересный, такая замануха, вот такое вот бронирование. С броней разобрались, по сути картон. Давайте смотреть модули, что нам тут предлагает. Нам предлагает две пушки. Естественно, нас интересует топовая, да, в первую очередь из-за бронепробития. Заряжается она даже быстрее, чем сток. Вот, точность лучше и время сведения. Но я вам так скажу, что играть, в принципе, на Шкоде можно не гнаться там с свободным опытом, заходя на этот танк. Он играется и на стоковой пушке. Этот танк достаточно неплохо. Топовая башня нам прибавляет обзор 20 метров. В остальном, в принципе, то же самое. Качайте среднему танку обязательно топовую рацию, топовый двигатель, 450 лошадей против 380, ну и 40 градусов в секунду против 35 на месте поворачиваемость, да. Вот так как-то. Так что тут все, в принципе, ясно и понятно. По оборудованию я рекомендую играть с досалом. Так как у нас и так хорошая подвижность на танке, рекомендую ставить вместо турбины вентиль и просветленку, которую даст, кстати, больше к обзору вентиль. Вот. По снарядам у нас основной ББХ 900 летит, голда летит почти 1100, и это подкол, хорошую скорость полета как на основном, так и на голдовом снаряде. И снаряжение, ремка, аптечка, желательно автоматический огнетушитель. Вот я даже доп-паёк поставил. 4 члена экипажа. Да, у нас нету заряжающего, у нас автоматическая система заряжания, у нас есть зато радист. Перки вы сейчас наблюдаете перед собой в табличке. По плюсам и минусам машины. По огневой мощи у нас шикарный УВН, минус 10. Хорошая КД быстрая, достаточно вменяемая хорошая точность и сведение пушечки. По ХП 590, как для среднего танка 5 левела, в принципе нормально. По мобильности у нас все хорошо, почти 60 вперед, 18 назад, 23 лошади на тонну удельная мощность, подвижность, я говорю, можно катать спокойно, без турбины, лучше поставьте вентилятор. По незаметности у нас сейчас 24%, но у меня просто перк незаметности практически ни у кого не вкачан, только у двух членов экипажа. Раскачать до 34% вполне себе реально. По обзору 419 метров, и это с просветленки на 5 левеле, вообще отлично. Танчик быстрый, интересная пушка. У нас есть все для шикарного мощного настрела. Поэтому предлагаю уже отправляться в бой. Посмотрим, как может вообще Шкода Т-24. Поехали. Ух. Так, обзор боем Шкода Т-24. Средний чешский танк 5 левела. Проходная прокачиваемая ветка. Попали в сетап к шестеркам, да? Да, к шестеркам. Запотеть придется. Ну ничего, ничего. Сейчас запотеем. Так. Туда, две арты есть. Это плохо. Арта это всегда плохо. Да и шестые левела. Мы все-таки внизу списка.
Голду включили однозначно. А как по-другому? Так, задача. Настрелять 3 своих хп. А это 1800 суммы сделать. Засвет плюс настрел. На Шкоде Т-24. Серьезная задача, но будем стараться. Так. Пару шотиков дали, за свет тоже дали. Хорошо. Арта нам урон не принесла. Замечательно. Начало неплохое, да? Приняли один шок. Ну что делать? Так, тут танков достаточно. Надо отсюда, наверное, валить. Мы тут бесполезны. Идти в раш против шестерок на пятерке у меня нет никакого желания. Забор как несло. Гля, у них ЛТ вот что делает. Поджался. Блин. Ты сейчас поедешь в ангар, родной. Вот, видишь? Зря он так сделал. Зря. Так, пока суммы, грубо говоря, 400. Нам еще где-то надо 1400 наработать. Едем. Не знаю, стоит ли мне на гору подниматься. Пока здесь постоим. Наш что-то не торопится на гору ехать. Совьем некое гнездо. Все, свили. Можно еще бочиночку все-таки. Пока танков нету. О! Плохо, конечно, гору отдали. Безусловно, плохо. У нас и на воде что-то стало плохо. Что-то все поотлетали там. Т-34 одна там потеет. Так, вас сейчас скоро отлетит, это факт. Счет уже нехороший. Кусочек зажил, а? Стоять. В ангар сейчас поедешь, да. Так, ну косарь есть. Что уже неплохо. Рисковать нам не надо. Нам еще надо как минимум, считай, еще столько же настрелять, насветить. Плохо, что у нас воду отжали, это факт.
М10 РБФМ поехал на гору. Красавчик. Т-67 уже у коровников. У нас вода, арта не защищенная. Надо арту дефить. Так. Гору нашу забрали. Счет 6-7 они выигрывают. И по ХП, и по стволам. Теперь глядим, что будет дальше. Атаковать я не поеду. Ну, нам бы еще косарек бы насветить, было хорошо. А лучше настрелять. Пока мисс тишина. Поход 15 минут, дорогие друзья. Вот когда пригождается-то просветленная оптика. Почему лучше на СТшках и вот сейчас не исключение ездить с просветленной оптикой. Настреляли мы всего лишь 305, а насветили 673. Суммарно уже почти косарь. А это ваш опыт, это ваша отметка на стволе, это ваш заработок в серебре. Ну, РБФМ пыжит, честно говоря, поджимаясь к зданиям, к коровникам. Он потом может пожалеть. Наши в атаку собираются с горы. А у них что, 5 ПТшек, 2 арты, класс техники DEF, да, и 2 СТшки, Т-34 85 и 85М. О. Все, нам в засвет. Нормально, нормально. Вот. Уже 1300 суммы. Ребят, до плана осталось жалкие 500. Наверное. Это хорошо. Т-34-85 нашли. Вопрос, где М-ка. И Бишоп нашелся. Там на горе сколько их.
Посмотрим, как там ситуация будет складываться. Еще вернемся назад, будем арту защищать, так сказать, с горы уже. Сейчас артоводы должны наши помогать. Активничать должны. Так. Еще один гражданин наш. Все. Уничтожен. Следим внимательно за горой. Вот тут еще один нашелся гражданин на ЛКВ. Следим за горой. Кста. М10 РБФМ наш приказал долго жить. Не нравится мне, как все на горе происходит. Ребят, уже пофигу. Главное еще 500 урона либо за света дать. И все будет нормалды. Наши пока живут. Как только там останется один танк, можно будет перекатываться. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Где ЛКВ? Это 65. А чё она не едет? Я из-за нее здесь стою. Все, хватит. Уже я бы даже сказал поздно. Что успеем, то настреляем. Это что было за чудище? Ну ладно, 1700 дали, до плана не дотянули соточку. Переигрывать не буду, все равно понятно, что танк хороший. КД, подвижность, фланги менять, светить. Вот, 1700 это вполне себе прилично. Суммочки. Танк мне очень безумно нравится, хорошо сбалансированная СТ-шка. Ребята, идеальный танк, учиться ездить на СТ. Вот как по мне. Третье место по урону. У нас хорошо потел вон ЯХ-ПЗ-4 вообще. У кого есть в ангаре, пацаны, пишите свои комментарии, какое вы используете оборудование, как вам в целом этот танк. Я по пятибалльной системе этой машине ставлю уверенно 4 балла. Вот. Ставьте лукасы, подписывайтесь на канал. А я вам говорю, до скорых встреч. Пока. Тачка огонь. Пока-пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.